Перевод. Итак, о царь, я поведал тебе о 14 манах прошлого, настоящего и будущего. Они правят один за другим на протяжении 1000 циклов из 4 юг. Весь этот период называется Калпой, днем Брахмы. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 13 главе 8 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Описание будущих ман». Намо Вишнуджаной Кришна Престая Бхутале Шримате Бхактиведантой Свами Прабхупадой Намасте Сарасватандеве Гурвани Прачарне Nirvishesha Shunivadi Paschatyadesh. One may wonder why there's so much description of different people, kings. И мы можем задаться вопросом, зачем так много описываются различные люди, цари? What does this have to do with Krishna? И как это вообще связано с Кришной? Indra, there's one Indra in one Manvantar, there's another Indra in another Manvantar. Там один Индра в одну Манвантару, а в другую Манвантару уже другой Индра. What's the purpose of remembering all these Indras? Зачем вообще знать и тем более запоминать всех этих Индров? And 7 sages. Там и 7 мудрецов каждого Манвантару. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Sahasra Yuga Haryantam Ahor Yat Brahmano Vidu Yatra Yuga Sahasrantam Teho Yatra Vido Jana. 1,000 ages taken together. 1,000 ages? Sahasra Yuga, 1,000 ages, yugas. 1000 юг. Taken together is the duration of Brahma's life. One day. Совмещенные вместе представляют из себя целый день Господа Брахмы. And equal to that is his night. И столько же длится его ночь. Now we believe there's a Brahma, if we believe that Brahma exists. Таким образом, если мы верим в то, что Брахма существует, and his life is 4,300,000 times. One day is 4,300,000 times 1,000. И в течение его дня проходит 8 300 000 лет. It's a lot of years for us. То есть это столько много лет для нас, с нашей точки зрения. Now, of course, we're thinking we're going to live a long time. Мы, конечно, думаем, что мы можем долго жить. We're making so many plans for this life. И столько много планов у нас есть на нашу жизнь. But this life is completely, absolutely insignificant. Но наша жизнь, ее продолжительность полностью вообще незначительна. According to this calculation, в соответствии с этими подсчетами, 1 second in Brahma's life is 93,000 of our years. 1 секунда Господа Брахмы — это 93 000 наших лет. Brahma sneezes, Брахма может чихнуть, and we go through 1,000 births and deaths. А за это время мы уже прожили 1000 рождений и смертей. Therefore, we have to understand what is the value of our very small existence. Поэтому нам необходимо понять, в чем наша ценность нашего такого короткого и маленького существования. There was one sage, his name was Lamaharsha Rishi. Жил был один мудрец, его звали Ламахарша Риши. He was called, Loma means hair. Лома означает волосок. So he was known as the hairy Rishi. То есть его, по сути дела, называли волосатым Риши. He had hair all over his body. Волосы покрывали все его тело. And it was said that every time a Brahma would be born and then die, then one of his hairs would fall off from his body. И описывается, что когда Господь Брахма рождался и потом умирал, то один волосок выпадал из его тела. A Brahma lives for 311 trillion 40 billion years. А Брахма живет 311 миллиардов 400 с чем-то миллионов лет. But this Lamaharsha Rishi, he had
hundreds and thousands of hairs all over his body. Ну, это было аршавиша, на его тело были, сами понимаете, тысячи и миллионы волосков. So he lived for millions and millions of Brahmas. Поэтому так вот он жил в течение продолжительности жизни, которая существовала миллион брахман. One day he was sitting on the bank of the Jamuna, Так вот однажды он сидел на берегу Ямуны, meditating, медитируя, out in the open sun. под сияющим солнцем. And one of his disciples came and said, Guruji, let us build you a Vajan kutir. И один из его учеников подошел к нему и сказал: Гуруджи, давайте построим вам баджан кутир. The sun is so hot. Солнце так сильно палит. He said, well, what is the use? А тот ответил: зачем это? I'm only going to be alive for a short period of time. Я живу в течение короткого времени. Therefore, ahani bhutani gachanti yamalayam sheshastara ischanti kimascharyam atakparam. When Maharaj was speaking to his father in the form of a yaksha, когда Махараджа Юдхиштхира беседовал со своим отцом, который предстал перед ним в форме якши, and his father was asking him so many questions. И его отец задавал ему столько много вопросов. One question he asked him was, what is the most amazing thing? И один из вопросов, который тот задал ему, это было объяснение, что является самым поразительным, удивительным. So he said, ahani bhutani. Every day we see so many living entities are entering into the realm of Yamaraj. Каждый день мы видим огромное количество живых существ, которые входят в обитель Ямараджа. In other words, every day so many living entities are dying. Иными словами, столько много живых существ каждый день умирают. But the most amazing thing is that those who remain behind, но самая удивительная вещь, это те, которые пока остаются, think that they're going to live forever. Они полагают, что они будут жить вечно. So practically speaking, we're already in our next body. Практически говоря, мы уже, по сути, почти что уже в нашем следующем теле. Now the question is, what will be our next body? Единственный вопрос остается, каковым будет наше следующее тело. In this very short period of lifespan that we have, therefore we should make the whole life should actually be spent making plans for the next life. Поэтому за вот это короткое время, продолжительность нашей жизни, всю жизнь, по сути дела, нужно построить вокруг того, чтобы правильным образом спланировать, каково наше будет существование после этой жизни. And fortunately, we have the formula for obtaining a spiritual life. И к нашему великому счастью, у нас есть формула, которая позволит нам достичь духовного существования. Chaitanya Mahaprabhu has given us that formula. Чайтанья Махапрабху дал нам эту формулу. Yarideka tarikaha Krishna upadesh amar agar gurhana taridesh. Whoever we meet, we should meditate on helping them become Krishna conscious. Произнеся эти слова, Господь Чайтанья говорит: кого бы мы ни встречали, мы всегда должны думать и делать о том, чтобы дать этой личности сознание Кришны. And this way, everyone should become guru. Таким образом, каждый должен стать гуру. And try and liberate wherever they are. И стараться освобождать всех вокруг, где бы они ни находились. Generally, in the material world, everyone is looking for some victim. Находясь в материальном мире, каждое существо ищет кого-то, какую-то жертву. Some kind of victim. Какую-то вид жертвы. Where one gets the idea that I become the supreme. Таким образом, тешит в себе настроение, что таким образом я могу стать Всевышним. Krishna in Bhagavad Gita says, Bhoktaram yagat tapasam sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyatparam shantim richati. So if we want at least to become peaceful, и таким образом, если хотя бы, по крайней мере, мы хотим достичь умиротворения, we have to come to the eternal platform. Мы должны подняться до платформы вечности. Now here there are so many Indras coming and going. Вот мы видим, сколько много индр являются и уходят.
Now we may use this life in devotional service. Мы можем использовать свою нынешнюю жизнь, посвящая ее преданному служению. And maybe by our pious credit we get from our devotional service, we go to the heavenly planets. И, может быть, заслужив какие-то благочестивые блага, благодаря какому-никакому совершению преданного служения, мы можем оказаться на высших планетах. Prapya punya kritam lokam Ushishva shasvati samam suchinam shimatam gehe yoga brashta vijayate. That if we perform devotional service, certainly we're going at least to Indraloka. И если мы совершаем преданное служение, совершенно точно, как минимум, мы можем достичь Индралоки. And if you become a GBC, maybe they'll make you an Indra. И если вы были GBC, то, может, вас даже на пост Индры там поставят. But after all, how long will we stay in the heavenly planets? Но если разобраться, сколько там мы задержимся на этих разных планетах? Kaivalyana kayate tridasha pushpa akasha pushpa Akasha Pushpa Vijayate, or something like that. That Akasha means the space in the sky. И вот, как говорится в этом стихе, Акаша или пространство. And Pushpa means a flower. А Пушпа означает цветок. How often do you see flowers growing in the sky? Как часто вы видели, как цветы растут из неба? But Tridasha Pushpa Akasha Pushpaya, Tridasa Akasha Pushpaya. So the heavenly planets are like phantasmagoria. Таким же образом, вот так вот описываются райские планеты, они подобны воображаемой фантасмагории. Now our life is just a dream. Пребывая в которой, человек думает, ну все, теперь я достиг объекта своей мечты. We're dreaming that we are this body. Нам снится сон, мы мечтаем о том, что мы находимся в этом теле. And all the different identities that go with the body, it's just our dream. И все, что связано с этим телом, и разные отождествления, которые мы нарабатываем, относящиеся к этому телу, есть не что иное, как просто сон. So we can change our dream. И таким образом мы можем изменить свой сон. Instead of dreaming that we're this body on this earth planet, вместо того, чтобы мечтать, видеть сон, что мы есть это тело на этой земле, we can have a nicer dream. Мы можем видеть на куда более лучшие сны. That we're an upstar in the heavenly planets. Например, вот какая-то красивая апсара на райских планетах. Or a demigod in the heavenly planets. Или полубог на райских планетах. But it's just another dream. Ну, это опять-таки всего лишь другой вид сна. But we're supposed to wake up. Но нам, вместо того, чтобы видеть разные сны, нужно вообще-то проснуться. And it depends upon us. И все это зависит от нас. Therefore Krishna says, Dhyayato, what are we thinking about? То есть, поэтому Кришна использует это слово «dhyayato», то есть, на что мы погружаем свою мысль, о чем думаем. What are we meditating on? На что мы медитируем. Now, to meditate upon Krishna requires some practice. Для того, чтобы начать медитировать на Кришну, требует практику. That in the verse Tanama Rupacharitadu Sukirtananu, that everyone is engaged in some kind of glorification. Все, как говорит тут этот вышепросветленный свет, все заняты тем, что так или иначе что-то прославляют. Everyone has some idea of what holds the formula for happiness. У всех есть свои какие-то представления о том, что же, из чего состоит настоящее счастье. If we don't know that the formula for happiness is Krishna consciousness, Но если мы не знаем, что настоящая формула счастья – это сознание Кришны, then naturally, when we're not feeling happy, we'll look around for something that will make us happy. И тогда естественным образом, если мы не испытываем счастье в сознании Кришны, то мы будем искать это счастье в чем-то другом. So generally everyone is looking to the objects in the material world. Обычно живущий направляет свое внимание на объекты наслаждения материального мира. Thinking, what can you give me? Сознательно спрашиваю материальной энергии, что же ты мне можешь дать?
Can you give me sense gratification? Можешь мне даровать чувственное наслаждение? Can you give me money? Можешь дать мне деньги? Can you give me prestige? Или какое-то положение, уважение? Adoration? Почитание? What are you going to give me? А что ты мне можешь дать? So, looking around, we become lusty for money, for sense gratification. И вот так вот, озираясь вокруг, находясь здесь, мы развиваем вот это сильное вожделение, стремление обрести деньги, чувственное наслаждение, profit, какое-то выгоду, adoration, поклонение, почитание, distinction, чтобы нас выделили из толпы. And if we get it, если мы получаем это, then we want more. То мы хотим начать, Give me more. То есть хотим еще больше, I need your. And then if you don't give it to me, и если кто-то не предоставляет мне этого, then I become depressed, то меня это расстраивает. or angry. Или даже гневаться начинает. Don't you know who I am? Ты что, не знаешь, кто я такой? And then we forget who we are. И во втором состоянии полностью уже забываем, кто мы на самом деле есть. Our dream becomes we become even more involved in our dreamlike state. Наш ум, наш сон начинает развиваться еще более глубже и крепче. And we forget any kind of human quality we might have. И даже в таком состоянии мы уже забываем даже какие-то более-менее обычные, приемлемые человеческие качества. And our whole intelligence just disappears. И весь наш разум просто улетучивается. Our spiritual intelligence disappears. Наш духовный разум исчезает. And we become completely absorbed in trying to figure out how to enjoy the material world. И мы полностью поглощаемся в усилия, желая наслаждаться материальным миром. So in the mode of ignorance, we want to accumulate more and more and more. Находясь в невежестве, мы стремимся накапливать все больше и больше. And in the mode of passion, we want to enjoy more and more and more. Находясь в гуне страсти, мы хотим все больше и больше наслаждаться. And in the mode of goodness, we want to understand more. А в гуне благости хотим больше понимать. So we can become more and more distinct how much I know. Чтобы все больше и больше выделяться из толпы. Смотрите, как я лучше и больше знаю. I know so much. Я так много знаю. You know so little. А ты вообще почти ничего. So worship me. Поэтому должен мне поклоняться. Here's my foot. Вот, пожалуйста, мои стопы тебе. Touch it. Прикасайся. Become enlightened. И просветись. Can you feel the energy? Ты почувствуешь, как пробивающая током энергию прикосновения. So this is all part of a dream. Так что все вот это, вышеперечисленное, это всего лишь составляющая вот этого сна. But in Krishna consciousness, it's Tanama Rupacharitayu Sukirtananu. Instead of trying to focus our minds on ourselves, и вот на сознании Кришны, как говорится в этом стихе, вместо того, чтобы концентрировать свой ум на самих себе, that this body is the center of our existence. Дескать, что вот это тело есть единственный центр всего существования. To make Krishna the center. Нам лучше поместить Кришну в такой центр. But we don't know Krishna. Но мы при этом пока не знаем, кто такой Кришна. We've heard of Krishna. Мы так слышали, что он есть такой. How to make Krishna the center? Why to make Krishna the center? Поэтому не просто как поместить Кришну в центр, так еще и вопрос есть, а почему его в центр надо поместить? Therefore, Srimad Bhagavatam. Поэтому на помощь нам приходит Шримад Бхагаватам. Was written by Srila Vyasadeva. Написано Шрилой Вьясадевой. Anartho pasamang sakshat bhakti yoga adhokshaje lokasya janato vidvam chakra samhitam chakra satvita samhitam. So the learned Srila Vyasadeva compiled the Bhagavatam. Ученый Шрила Вьясадева написал Шримад Бхагаватам. Krishna Dhamma Upagate Dharma Gyana Dvisaha Kalo Nashta Drishamesha Purarnarko Dunoditaha. Now that we've all become blinded in the age of college, сейчас, находясь в веке Кали, мы полностью потеряли видение, зрение. Therefore, the Bhagavatam has arisen. Поэтому на небосклоне
поднялся сияющий Шимабхагаватам, just like the sun. подобно сияющему солнцу. So those who lost their vision in Kali Yuga, И поэтому те, кто потеряли способность видеть в Кали-югу, those who lost even the idea of what's to be done and what's not to be done, те, кто даже потеряли более-менее представление того, что следует делать и чего делать не следует, those who have little knowledge of the spiritual self, or the supreme self, те, кто лишены или почти очень мало знания о высшем Я или духовном Я, or little detachment from material enjoyment, или почти нет никакого отречения от стремления к материальному наслаждаться, they'll get light from this Purana. они могут получить помощь от этой Пураны. So here in the 8th canto, so many Indras. И вот мы читаем в этой 8-й песне большое количество, целый список различных игр. So many sages are coming and going. Столько много мудрецов являются и потом уходят. So do we really want to become an Indra? Мы действительно ли хотим стать таким Индрой? Do we want to go to the heavenly planets and enjoy there for a short period of time? Хотим ли мы добраться до райских планет и коротенькое время там понаслаждаться? In the next canto, the 9th canto, even more details about the heavenly enjoyment are there. В 9-й песне будет описываться в подробностях, как живущие наслаждаются на райских планетах. So if one wants to spend one's life in devotional service, to go to the heavenly planets, и если человек хочет, занимаясь преданным служением, отправиться на райские планеты, в конце концов, maybe one will become a demigod. Может быть, он станет полубогом. And then one day, Vritrasura will come and step on it. И однажды появится очередной Вритрасура и просто раздавит вас своей ногой. And that's the end of your demigodship. И все это приходит конец нашему полубожеству. And you're back in Moscow in the winter. Опять оказались в Москве посреди зимы. So is that what human life is meant for? Разве для этого предназначена человеческая жизнь? Right before the 10th canto, there's so much description of heavenly enjoyment. Прямо перед началом 10-й песни дается описание различных видов райских наслаждений. So much description of the life in the material world and all the problems that come with it. И большое описание того, из чего состоит существование материального и все проблемы, связанные с этим. Not only in the heavenly planets, but in Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. И не только просто одни райские планеты, описывается все. Сати-юга, Трета-юга, Двапара-юга. So if one thinks, I'm so unfortunate, И если кто-то думает, я такой неудачливый, I could have taken birth in Satya Yuga. Другое дело, родился бы я, допустим, в Сати-югу. I could have been a Brahma. Тогда бы мог стать еще Брамой, допустим, еще. So we have to get up. Bhagavatam tries to free us from these misconceptions. Но вот Бхагаватам пытается освободить нас от всех вот этих ложных мечтаний и представлений. That now we have the greatest opportunity. Сейчас у нас есть величайшая возможность. We just have to have the intelligence, sumedasa, to utilize it. Нам лишь требуется великий разум, сумедаса, чтобы действительно воспользоваться этой удачей. And what is that opportunity? И в чем она состоит, эта возможность? Hear how to be a devotee of Krishna. Слушать о том, как становиться преданным Кришне. Hear how to serve Krishna. Слушать о том, как служить Кришне. Hear how to become conscious of Krishna. Слушать о том, как развивать свое сознание Кришны. So we hear, I am Krishna's servant. И вот мы знаем о том, что я являюсь слугой Кришны. Everyone is Krishna's servant. И все являются слугами Кришны. Gopi Bharata Padakamayura Dasa Dasa Anudasa. We're servants of the servants of the servants of Krishna. Наше положение – это то, что мы являемся слугами слуг Кришны. This is called disciple succession. Это называется ученическая преемственность. And those who are acharyas in the disciple succession, И вот эти ачарьи, которые представляют вот эту ученическую преемственность, they don't inherit that title. They become acharyas. И они не наследуют
титул ачарья, они заслуженно становятся им. And how do they become acharyas? И как они становятся ачарьями? Because they become expert in the 6 loving exchanges. Потому что они становятся очень опытными, умеющими правильно использовать вот эти 6 видов любовного взаимообмена. They've learned perfectly from their acharya. Они совершенным образом обучились всему от своих начальников. How to respect anyone who's chanting Hare Krishna. Как правильно уважать любого, кто воспевает Харе Кришну. How to cooperate with the devotees who are to spread the Sankirtan movement. Как правильно сотрудничать с преданными, которые распространяют движение Санкиртана. And how to recognize the advanced devotees and follow their example and instruction. И как разглядеть действительно продвинутого преданного и следовать его примеру и его наставлению. To become more and more expert in the 6 loving exchanges. И стать более опытным в правильном использовании этих 6 видов любовного взаимообмена. To love Krishna. Любить, в конце концов, Кришну. Serve Krishna. И служить ему. Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna Shika. As Lord Nityananda, going door to door, knock knock. Господь Нитянанда, идя от двери к двери, стучится в каждую дверь. Who is it? Кто это? Кто это? Кто там? Nitai. Нитай, слышится ответ. Which Nitai? Какой из Нитаев? So many Nitai. Сколько много там Нитаев было? Nityananda. Нитянанда, слышится пояснение. Oh, Nityananda. Нитянанда. What do you want? И что тебе надо? Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shika. Chant Hare Krishna. Воспевайте Харе Кришну. Chant Krishna's name. Воспевайте имя Кришны. Worship Krishna. Поклоняйтесь Кришне. And follow Krishna's instruction. И следуйте наставлениям Кришны. So this is loving Krishna. Вот это и является любовью к Кришне. And learn how to exchange these loving exchanges with Krishna's devotees. И учиться тому, как обмениваться любовными взаимоотношениями с преданными Кришны. In this way, become inspired by the happiness of associating with devotees. И таким образом поддерживать свое вдохновение от счастья, которое приходит от общения с преданными. To bring others to experience the same happiness. И находиться вместе, собираться с теми, кто испытывает подобное счастье. What do we have to offer to people who are not devotees? То есть, что мы можем предложить другим людям, которые еще не преданные? Books. Книги. Here, take this book. Да, можем предложить книги. Give me a donation. Попросить них пожертвования. And therefore, Yamaraj will cross your name out. И за такой поступок Ямарадж вычеркнет вас из списка. He has a book, Bound for Hell. У него есть книга, заголовок которой обречены на адское существование. And his servants are watching. И его слуги внимательно за всеми приглядывают. Are you going to take a book? Так, он возьмет книгу сейчас или нет? He took a book. Взял книгу. All right, cross his name out. Хорошо, можете вычеркивать ее. Bound for Hell. Все, из книги, которая называется «Обречены на адское существование». Is that what we have to offer? И вот это мы можем предложить. No, actually, Dadanti Pratigrinati Goyamakiti Pritchati Bhunte Bhojayate Shaiva Shadvidam Priti Lachanam. It's these loving exchanges that we have to offer people. Но мы помимо этого можем еще и предложить и вот эти 6 видов любовного взаимообмена другим людям. Offering prasad, Предлагать прасад, accepting prasad, принимать прасад, revealing one's mind in confidence, говорить кому-то о своем сокровении, inquiring confidentially, или вопрошать, offering gifts, предлагать подарки, and accepting gifts. и также принимать подарки. These are the loving exchanges that the devotees have with each other. И вот таковы 6 видов любовного взаимообмена, которые преданные испытывают друг друга. And these loving exchanges are all centered around Krishna. И все эти виды любовного взаимообмена построены вокруг Кришны, который в центре находится. Trying to make Krishna happy. Стараться сделать так, чтобы Кришна был счастлив. Trying to make Krishna happy by making his devotees happy. Стараться сделать Кришну счастливым,
посредством того, что счастливыми становятся преданные Кришне. So actually our meditation is how we can associate with others to inspire them to engage in these 6 loving exchanges. И таким образом наше вдохновение должно быть таково, что как общаться друг с другом и вдохновлять друг друга на такой 6 видов любовного взаимообмена. So that they become more, well, hopefully they become more steady, they become more enthusiastic to engage in Krishna's service. И направлено это все должно быть единственной целью, чтобы в надежде, что каждый из нас, кто является объектом такого любовного взаимообмена, будут более утверждены в преданном служении, более счастливы в нем. If we do that, then Krishna will give us the intelligence and the potency to do that. Если мы хотим это делать, то Кришна даст нам разум, а также способность это делать. And he'll give others the intelligence to do that too. И он будет даровать разум и другим преданным, чтобы они тоже это делали. And we'll realize, actually, I'm not the controller. И в таком состоянии мы сможем осознать, что на самом деле я не являюсь контролирующим. I'm not the enjoyer. Я не являюсь наслаждающимся. I'm not the savior. Я не являюсь тем, кто если кого-то там спасает. I can simply become the instrument for Krishna's service. Всем, чем я являюсь, это всего лишь каким-то инструментом служения Кришне. Therefore, the first business is to fix the guru within one's heart. Поэтому самая первая задача – это поместить гуру в своем сердце. And guru means one who connects us to the acharyas in disciple succession. Гуру – это тот, кто имеет доступ к ачарье в нашей ученической преемственности. That we become a servant of the acharyas in disciple succession. И таким образом мы становимся слугой ачарьев в нашей ученической преемственности. To serve Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Слугой в чем? Чтобы служить миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And see others simply as the object of service. See others as the object of service. И также взирать на других тоже как на объекты такого служения. Of our service. Нашего служения. Help them become conscious of their relation with Krishna. Помогать им стать осознающими своих взаимоотношений с Кришной. To assist them in engaging in their in service to Krishna and his devotees. Помогать им, чтобы они вовлекались в служение преданным и Кришне. At every moment remain Gopi Bharta Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. To remain the servant of the servant of the servant of Krishna. И помогать всем им в каждый момент времени оставаться слугой слуги Кришны. Then this human form of life will actually have some meaning. И тогда в таком состоянии наша человеческая жизнь будет иметь какой-то смысл. Then we can actually make our lives successful. И тогда нам действительно по-настоящему удастся сделать нашу жизнь успешной. Other than that, Shrama Evi Kevalam. We'll simply be wasting our time. А если этого нет, то мы Шрама Эва Кевалам, мы просто будем тратить свое время. We may go to the heavenly planets. Мы можем даже добраться до райских планет. We may get any position within ISKCON. Или даже какое-то формальное внешнее положение займем внутри ИСККОН. Or outside of ISKCON. Или даже вне ИСККОН. We may tasyaiva heto prayate takovido nalabhyate tad brahmadam upariyata. We may go anywhere in the universe. Мы можем отправиться в любое место этой вселенной. We may accomplish anything. И можем, казалось бы, достичь, выполнить какую угодно задачу. But it'll just be like a dream. Но все это будет оставаться ничем иным, как просто очередным сном. But if even for one moment we agree to become the servant of Krishna's servants, но если хотя бы на одно мгновение мы согласимся стать слугой слуг Кришны, then we'll be on the path of real success. то в этот момент мы уже стоим на пути к настоящему успеху. So, спасибо. Hare Krishna. Если вопрос, yes. Thank you for the class, Maharaj. Несколько дней тому назад там чакра появилась на купол храма, и я услышал, что это случается один раз в день Брамы, только один раз в день Брамы. Мой вопрос такой: какой же бенефис получает та личность, которая в этот момент воспевает святые имена и смотрите? Watching.
So a few days ago we had a chakra installation on the temple, and Prabhu heard that this type of event happens once in a lifetime of Brahma. Day Brahma, that's what he heard. So can you explain what kind of benefit one gets by seeing, by observing this chakra installation? Depends. Все зависит. If you remember Krishna, если вы помните Кришну, you get the benefit of remembering Krishna. вы получаете благо обетования Кришны. And if you don't remember Krishna, А если вы не помните Кришну, you don't get any benefit. вы не получаете никакого блага. You see some chakra. Просто какая-то круглый диск там видите. So whether this event is once in the day of Brahma, Так что случается ли это действительно раз в день Брахмы, or twice in a day, или все-таки дважды в день его, or 10 times in a day, ну или может быть даже 10 разов, it doesn't make any difference. это разницы не будет все равно. The important thing is to remember Krishna, Самое главное, всегда в любых условиях помните Кришну. and that makes the difference. И вот именно это только будет делать разницу. And this temple is to help us remember Krishna, И естественно, вот этот храм будет помогать нам help everyone remember Krishna. и помогать другим помнить о Кришне. Therefore, for us, is the most important thing. Поэтому для нас это, конечно, Whatever helps us remember Krishna and serve Him, все что угодно, что помогает нам помнить о Кришне и служить Ему. that's the most important thing in eternity. И в этом состоянии это становится самым важным за все вечное существование. What to speak of an insignificant day in Brahma? Что же говорить о каком-то незначительном отрезке промежутке, который называется День Брахмы? Yes. How to recognize person who have a connection with Guru Parampara, Acharyas. И громко для всех преданных. Как распознать человека, который имеет связь с Гуру Парампарой, с Ачарьями, лекции? Well, Sadatam Kirtiyanto Mam Yatantascha Vidavrataha Namantascha Tamam Bhaktya Nityukta Upasate. Always chanting the glories of Krishna. Всегда воспевая славу Кришны. Sadatam Kirtiyanto. And endeavoring with great determination. И он прикладывает усилия с огромной решимостью in Krishna's service, в служении Кришне, to bring others back to the spiritual kingdom, чтобы помочь другим вернуться назад в обитель Кришны, and always remaining a humble servant to the servants of Krishna, и всегда оставаться смиренным слугой служа Кришне, and the humble servant of the acharyas in disciple succession. Смиренным слугой Ачарьи в цепи ученической преемственности. Therefore, we can tell the devotees are judged by how strictly they follow the previous acharyas, Поэтому мы оцениваем преданных по тому, как строго они следуют предшествующим Ачарьям, and how much they're empowered by the previous acharyas to inspire others to take up the process of Krishna consciousness. И, соответственно, это их уполномачивает этими предшествующими Ачарьями, чтобы они могли вдохновлять и других принять процесс преданного служения. But it was not serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. It wasn't. No. Он не служил миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Nor was he a humble servant of the acharyas in disciple succession. Необходимо быть смиренным слугой предшествующих Ачарьи при нашей ученической преемственности. He was chanting the name of Ram, Он повторял имя Рама, but he thought he was Ram. но он думал, что он сам и есть Рама. He wasn't a servant of the acharyas. Он не ставил свое положение слуги Ачарьи. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu did not pay very much attention. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, как следствие, не обращал даже никакого внимания на него. Спасибо. Грандарай Шримад Бхагаватам ки джай, Прабхупад ки джай, Бог